Всем привет! Сегодня у нас вот чудо российского автопрома, Ульяновского автомобильного завода, город Владимира Ильича Ленина. В общем, сейчас будем вытаскивать отсюда двигатель. Вначале разберем все как по старой схеме, все навесное, уберем, радиатор снимем и будем вытаскивать двигатель. Значит, суть проблемы такова здесь. Человек поменял масло, у него пропало давление. Он поехал мерить давление на механический датчик, почему-то поехал. Не привез механически, а поехал. В общем, когда поехал, у него стуканул двигатель после замены масла. Сейчас, в общем, мы, будем все это дело разбирать, снимать, вытаскивать, ковырять и разбираться, в чем суть проблемы-то. Ну, суть проблемы уже ясна. Погнали! Всем доброго дня, времени. Сегодня, значит, у нас идет разбор мотора 409 УАЗ Патриот. Пикап 409, буквальный, цепной. Так что ничего страшного. Сейчас вот Александр его распотрошит. Так, в общем, разобрался у нас 409 двигатель, у вас Патриот пикап, проблему мы сразу обнаружили. В принципе, вот этот двигатель прошел 113 тысяч. 113 тысяч. Я был удивлен непосредственно от качества. Вот смотрите, даже хон полностью остался. Соответственно, полировка есть от кольца, но хон вот он хорошо просматривается. Значит, причина здесь такова. У человека пропало давление. Он поменял масло, давление у него не появилось. Поехал, он на замер давления механический. Почему поехал, почему сам не привез его, не знаю. В общем, поехал он без давления, и у него он застучал. При разборке, сразу же изначально здесь привод ГРМ, вообще весь ГРМ начали разбирать. Здесь стоит привод масляного насоса. Соответственно, вот он, здесь имитация якобы трамблера, но привод масляного насоса идет. Теперь вот он сам привод идет масляного насоса. Вот так вот он вставляется здесь. Туда. Ага, здесь прикручено, закручено. Ну, в общем, он становится вот так. Здесь, причина такова. Прослаблены были вот эти и их просто тупо оторвало от шестерни. Просто привод шестерню оторвало вот эти два, которые фиксирующие, и, соответственно, здесь оторвало их давно. Я просто, наверное, держалась как-то. Хрен его знает, как оно держалось. Но, в принципе, дальше смотрим. Где он? Где-то здесь. Вот этот. Вот эта вся лабуда. Вот эта вся лабуда. Вот она, Просто вот так она отломана. Соответственно, это пойдет взамен, это пойдет взамен. Дальше, здесь я не буду это все доставать, Анатолий, зафиксируйте здесь. Как здесь все помолотило. Но я думаю, крышка живая, отмоется, очистится и ни хрена с ней не будет. Будет ходить дальше. Соответственно, будем сейчас здесь менять кольца компрессионные. Замерим вначале гильзы по овалу, насколько там выработка. Я думаю, выработки там вообще не будет. Соответственно, промерим коленвал.
Ну, судя по вкладышам и по самому коленвалу, там ни задиров, ничего. Как бы не поднесло, хотя стружки столько много, почему не поднесло, не знаю. Потому что масляный насос не качал, вот и все. Как бы просто стружка опустилась на дно, и как бы вот так. Значит, что будем менять здесь? Кольца, вкладыши, вот этот вал, шестерню. Все, больше здесь менять ничего не будем. Ну, соответственно, мойка, чистка, полировка, это у нас пойдет. Наведение хона. Ну, подмолодим его хон, если все будет у нас нормально, по гильзам овальности не будет, или они будут хотя бы в пределах допуска, так и оставим его нахуй. Шестерня и сам вал обломила их, короче, и там разбила. В общем, короче, все это под замену. Поршневая у нас пошла взамен, через поршневые я имею в виду кольца. Взамен вкладыши тоже в кольца, в принципе его промерили. Здесь отклонения есть, но они в допуске. Так что сейчас будем его собирать. Сейчас вот идет подготовка его. Убираем старые прокладки, ржавчина, где-то герметик какой-то остался. Здесь, в принципе, уже эта сторона, это и вот это готово. 3 стороны, сейчас еще оттуда лобовую часть. И все, и протираем, продуваем, промываем и начинаем, короче, сборку. Здесь нюансов особо никаких нету. Ничего такого сложного нету. Я думаю, поэтому по 409, да и не только по 9, там они все, в принципе, идентичны. Здесь у нас блок у нас чугунный, бояться нечего, ничего. На дюралевых там надо маленько держать ухо востро, чтобы шпильку там не вытянуть или еще что-нибудь. Ну здесь он, в принципе, простой. Что он у нас здесь? Обыкновенно двухвальный. Ну, в принципе, 9 мотор, что он рассказывает. В принципе, что, все, работаем дальше. Зачищаем и вымываем. Ой, бля, бензина нет. А где у нас бутылочка бензина? Так, сейчас сразу его промерим. Берем что, 2,05. Будем проверять его. Пытается, но не лезет. Как и здесь. Здесь, кстати, такая своеобразная еще он, блядь, блок. Если вот так вот хорошо приглядеться, его когда фрезеровали или что там на станке-то, вот прямо вот такие вот полосы-то вот остались вот здесь. Начертили. Ну ничего, держала же как-то. Значит, и у нас будет держать. 2,05. Вот здесь вот. Ну это ерунда. Освещения не хватает. И так это лезет, блядь. Но опять же, повторюсь, это может просто стоять линейка. Вот на вот этих вот они не идеально ровные, что вот здесь вот как бы зацепляется. Вот они вот тут раз, два, три, четыре, вот и пошли по всему этому. Я вот не знаю, может, наверное, все-таки сейчас направляшки вот эти вот вытащить и ширкануть его на плите, что ли. Посмотрим, сейчас что покажет дальше. Ну, 2,05 проходит. У нас, в принципе, прокладка металлическая. Ну, проходит, но не до конца. Но это может, я говорю, все из-за вот этих вот. Сейчас вот не лезет. Так не лезет. Это, скорее всего, просто вот из-за вот этих вот. Работа фрезеровщика неудовлетворительна заводом-изготовителем. Ладно. Сейчас мы все равно. Не буду я с ним ничего делать. Медным спреем и прокладка, и нормально все будет. Не такие здесь уж сумасшедшие компрессии, блядь, чтобы что-то его выдавливало. Так, что у нас тут по хону? Сейчас мы хон еще подмолодим. Хон подмолодим, обдуем, продуем, и все будет у нас нормально. Так что, куда нам его лучше поставить? Где-то у нас держатель блоков профессиональный, где-то у нас в пути. Не знаю, за сколько времени дойдет, чтобы нам вот так вот не ворочать, закрепил, и будем его туда-сюда катать, вертеть. Ладно, короче, сейчас наводим кон и промываем его.
сухую не работаем при набиве хона. В общем, подготавливаем мы сейчас постели. Хон там подмолодил, сейчас я его вам покажу. Подмолодили хон. Все будет окей. Сейчас вот, в общем, короче, протираем, зачищаем, укладываем вкладыши, укладываем коленвал. Будем собирать его дальше. Бугеля мы, короче, вот здесь вот коренные втягивали. У нас разбег получился там вообще минимальный, можно сказать. Ну, если честно сказать, я вообще первый раз вижу такие УАЗовские блоки, которые как бы, блядь, в идеал все сделано. Первый раз вообще для такого производителя. Ладно, не в суть, не в том. Нам просто очень интересно, почему обломало-то вот эти вот два болта на приводе масляного насоса. Просто интересно. Может, у кого-то было, может, причину знаете. Может, просто не дотянуто, может, цепь перетянута. Бог его знает. Или может просто что-то успокоитель какой-нибудь отвалился, начал брякать. Ну, как-то странно. Так, в общем, короче, сейчас мы что будем делать? Отполируем коленчатый вал. Отполируем и будем его вложить. Все, на этом пока что здесь закрываем. Оп. Оп. И вот так еще. Еще вот так вот. И да пребудет с ним и Хусим. Так, в общем, короче, собирается здесь 409 мотор. У вас Патриот и Хантер, короче, без разницы. В общем, короче, отполировали вал. На видео это не попало. У нас оператор был, потому что в провод. Ну и, короче, это. Вложил его, втянул, короче, момент втянул. Там, короче, идет 100-110. Я и втянул в 110. Соответственно, здесь вот у нас полукольца стоят, которые упорные. С одной стороны стоят они текстолитовые вроде как, такие пластмассовые, с другой стороны они стоят алюминиевые. Алюминием всегда ставим к маховику. Самый выжим идет, самое усилие, это отсюда, с жопы получается, вперед. Всегда ставим, короче, алюминиевые сюда, пластмассовые сюда. Так, втянул, все, вот 110 я его втянул, вот спокойно я его, короче, пальцами проворачиваю. Сейчас мы, в общем, закрываем здесь, сальник ставим, потом ставим. Хуй знает, что, короче, потом ставим, что-нибудь придумаем. Так что, идет сборка дальше. Вообще весь комплект, весь металлический. Ну, да. Стараемся наносить здесь, короче, герметик. Не жалея, но аккуратно. Это у нас отечественный паранит. Так что... Дабы его не перебирать по 20 раз. Я бы еще сюда сальники отдельно купил бы все. А здесь, кстати, их в наборе и нет. Очень даже хорошо. Потому что сталкивались уже несколько раз с комплектами, после которых меняем сальники все повторно. Превращаются, как, не знаешь, в сопли какие-то превращаются. Оставишь, вроде все четко, все красиво, да, прям. Втягиваем шатуны, короче, здесь. Значит, у нас корни 100-110, втянули их 110, а шатуны у нас втягиваются, гайки шатунов. Болты, значит, коренных 110, а гайки 58-70. Я думаю, сейчас 73 втянем нормально.
Значит, зазор по кольцам здесь составил компрессионные 0,45, все идентично, а маслосъемные 0,35. Как бы это все отлично. Сейчас, значит, ставим сюда и собираем эту часть. Плівка нахуй масляного насоса, блядь. Есть, блядь. Это мы все убираем. Устанавливаем болты, крепление головки, блока, цилиндра, смазываем мобильные резьбовые соединения. Первым моментом тянем 50 на метр. Второй момент идем, не второй момент, а повторно в 50. У нас здесь что-то просто болты какие-то сильно плотные, шестигранник не хочет выходить оттуда. Поставили голову, прошли первым моментом, 50 мы прошли. Второй раз прошли, все нормально, там середина подтянулась, эти нет, здесь, напоминаю, прокладка у нас металлическая. Сразу мы, короче, поставили вот эту вот крышку, умудрились, поставили. Натяжитель здесь вот поставили этой цепи. Сейчас мы, вот это как у нас так вот болтается. Сейчас мы вначале втянем в голову, сейчас будем втянуть его 135, я думаю, мы ее втянем конечным этапом. И укладываем распредвалы, ставим цепь, все по меткам и собираем его дальше. Поставили по меткам, метки, значит, у нас смотрят вот сюда, по разным сторонам, здесь ВМТ, здесь по разным сторонам они смотрят. Хоть она и прорезиненная, этому ничему не доверяю. Сейчас будем втягивать его на 78. Так, ну в принципе что, закончили мы с этим двигателем, сборку его.
Сейчас ставим сцепление. Поддон закрытый. Все остальное навесное. Но фильтр масляный пусть с ним здесь накрутим. Нет, здесь не будем накручивать. Это здесь у нас стоит 409, мы его тоже сегодня ставили вместе с тем. Вначале там поставили, потом пришли сюда поставили, потом разбежались. Один туда, другой сюда. Здесь Александр у нас его обвязывал, полностью устанавливал. Тоже. Тоже у нас здесь, напомним, что значит здесь оборвало привод насоса. Пропало давление, короче, там маленько пошел кулак, короче, хорошо пошел к нему. У нас вот если прислушаться, сука, один компенсатор нам что-то подпизживает. Вот он. Один компенсатор. Что-то маленько нам. Ну ничего, мы его вычистим, поменяем. Вот так вот. Как-то так.